Добрый день. Сегодня 25 августа, сезон подходит к концу. И у нас тут улей на балконе. Любопытно же, что он принес. Конечно, сейчас мне бы желательно сократить это все на 2 корпуса. Если там есть что-то, забрать. Оттуда и скомплектовать гнездо в нижнем корпусе. Как я это делать буду, пока непонятно. Но мне, конечно, очень интересно, что там наверху, что они принесли. Ну, и так летят хорошо очень. Летят хорошо. Сейчас дымку дал, вот что-то перестали. Дымарь развел, думаю, тут соседи только не вызвали. Сейчас-то более-менее. Когда разводил, дым был очень сильный. Ну, думаю, не вызвал. И надеюсь, погода позволяет, они подпустят. Дадут посмотреть, что там внутри. Не буду и вас долго задерживать, да и у самого времени мало. Вот. Давайте смотреть вместе. Так, наверное, поставлю, что третий корпус. Мне нужен какой-то холстик. Холстик или только закрою, что ли? Ладно, полезли. Вам видно, надеюсь. Так, начнем с третьего. Потом, если что, буду. Ух, блин, высоко, да? Кстати, очень прополисуют хорошо. И там на пасеке, и здесь. Он очень сильно запрополисован. На мой взгляд, зима будет очень холодной. Что вы тут, детки? Покажите тут немножко что-нибудь, что тут есть. Неделю или 2 назад я опускал второй корпус, поддали они мне вниз. Давайте. Ой, как все запрополисовано. Очень сильно запрополисовано. Интересно, ну даже прополис чуть-чуть. Прополис сейчас удобно снимать с рамок. Он мягкий. Согнал пчелу. Интересно, что же там молодая матка, которая облетелась здесь, в городе, наверное, все же на своем трутне. Интересно, что же она тут насеяла мне. Без всего, без подкормок, без всего. Вообще, что пчелы сделали в городе без всяких подкормок? Вот любопытно. Ну, давайте смотреть. Все-таки, наверное, точно так. Так, вторую рамку. Это была вощина. Вощина оттянута. Она чистенькая. Так, ее я заберу. В принципе, рамочка хорошая. На пасеку пойдет. Все отстроили хорошо. Тут еще крайняя стояла вощинка. Ну-ка, тут что? Тоже она отстроена. Красиво. Замечательно. Ну, расплода здесь нету. Это 100%. Вот так, ее я тоже забираю. О, какую красоту они сделали. Молодцы, девочки. Так, ну а на рамках-то есть у вас тут что-нибудь? Нет, девчонки. Так, тут у нас сухо.
сухо. Ой. Вот тут у нас есть в центре. Ну, эта рамка, наверное, на комплектование пойдет. Так, и здесь есть в центре две рамочки с кормом. Ну-ка, крайняя здесь чего? Ну, это корм им, конечно. Так, а здесь нет, это пятачок метко. Так, давайте я пока сниму этот корпус. О, там что-то повеселее, кажется. Ну, я их согнал, конечно, с третьего корпуса. Все, давайте вниз. Девки. Давайте вниз. Так, третий корпус. Вот так приклеили они. Самое, конечно, хорошо. Так, вот тут рамку. Чего стрясти? Сейчас остальные уйдут. Так, и тут. Так, ну что, тут тоже интересно. У нас здесь, где они сформировали гнездо, а где оставили что-то. Так. Опля! Так, ребятки, ну что скажете? Второй корпус. Мед. Мед печатают. Так, раз рамочка. Такая она неплохая. Очень неплохая, я вам скажу. Так, вторая рамочка. Ой, а матка, посмотрите. Вы посмотрите, что за матка, а? Ну это же прелесть. Так, раз рамка расплода. Так, тут расплод вышел. Так. Ну-ка. Блин, девчонки, интересно как, а? Опля, тяжеленькая рамочка. Тоже с расплодом, с печатным. Все-таки гнездо, значит, внизу. Так вот. И... Опля. Так. 3 рамочки расплода. Медок есть. Ребята, слушайте, а где я тут резал мед? Где-то тут, гостям. Мне интересно, что они, где же эта рамка-то? Отстроили или нет? Опля! Ё-моё! Так. 4 рамки расплода. Вот медок. Я не помню, где рамка-то это. Так, я ее, кажется, крайне ставил. А, вот она. Вот она. Смотрите, они ее всю застроили. Вот то, что я вырезал вот здесь, застроили и залили. Ну, рамка относительно тяжелая.
Так, все-таки тогда я, наверное, сниму этот корпус и гляну, что у нас в первом. То есть матка, получается, у нас должна быть в первом корпусе. Вот, видео затянется, но я думаю, и вам интересно будет. А рамки с третьего корпуса, ребят, даже не знаю. Вот, может быть, даже обратно поставить. Тут 3 рамки. Вторым поставить, третий загнать их. Кстати, очень любопытно. Сейчас пока работаю, буду думать. Может быть, даже тут 3 рамки расплод. Так, бля. Девочки, простите, пожалуйста, меня. Так, вот, а тут ощутимо. Ребята, они приклеили, но... Так, тут медок есть. И это радует. Так. Очень, конечно, неудобный балкон такой. Но есть тут медок, есть. Девочки, простите. Дайте глянуть, что у вас здесь. Позвольте. Ну, первый корпус, по идее, или должен быть с открытым расплодом, или сухой. Так, вощина. Ее долой. Отсюда вот такие язычки, я их согнал. Чтобы им не напрягаться, я вам поставлю новую сушь, которую вы отстроили. Или сейчас, может, даже с метком отдам рамки с третьего корпуса. Так, с напрыском, не с метком. Так, здесь вот такие вот бороды. Гнездо они сформировали во втором корпусе. Гнездо они сформировали во втором корпусе. Так, ну-ка, опля. Ой. Ну что. Еще бы маточку увидеть, но она здесь не меченая. Ребята, это же ведь была матка с горсткой пчел, которая вышла с зимы. Так, а вот тут что у нас? С краю они медок складывают. Медок пергун. Все-таки рамочка все равно потяжелее. Так, девчонки. Оставлю второй корпус как есть, с расплодом. Так, и здесь печатный расплод уже на выходе. Так. Давайте я вам поставлю сушину. Вот отстроенную уже вами. Вот такую сушинку я поставлю вам за место вощины. Чтобы вам полегче было. Все равно уже сейчас не тянете. Так. У нас остальное, второй корпус. Наверное, все больше. Чтобы мы уже формировались в зиму. Вверх, ребята, расплод выйдет, я заберу. Летят еще хорошо. Теперь они принесут и запечатают. Вот этот корпус. Конечно, матку бы вниз стряхнуть бы. Хотя сама уйдет, они ее сами выдавят. Медом. Так, ребята, вот этот ящик приятно. Блин, подавлю, как вас много. Ну-ка, детки, зайди назад. Ну-ка вниз. Вниз. Все, вниз пошли. Давайте. Ну не знаю как. До 6 рамок-то должно быть. Вот так вот с вами.
6 рамок-то должно быть меда. Вот. И, конечно, радует то, что мы застроили все. Мне. Так. Здесь. Все. Здесь все. А здесь мы сделаем немножко по-хитрому. Мы вот эти рамки, которые у нас с медом, они здесь килограмма 3 есть, мы их поставим на обсушку. Я думаю, в принципе, эта семья, ну, она вот на зиму 2 корпуса займет. Нет, мед я заберу, конечно, заменю сахаром. Мед обязательно попытаюсь сдать на экспертизу. Так, вот ставлю второй корпус, отгибаю уголок и ставлю вот этот корпус для обсушки. Пусть они обсушивают. Не обсушат, занесут в гнездо. Им сейчас я их шевельнул, работки им подкинул. Вот. Ну, эти рамки я пока поставлю сюда, чтобы мне как тут, курица с яйцом не бегать. Вот. А потом корпус сниму, точнее рамки увезу, уже сухие. А во второй корпус, наверное, все-таки, ну, то, что соберу когда мед, второй корпус, наверное, все-таки я... Ой, вот этот корпус я оставлю и буду кормить пакетами. Заложу этот третий корпус пакетами и думаю, что будет замечательно. В принципе, пчелы нормально. Если, дай бог, они еще у меня перезимуют здесь на балконе. Да, куда денутся? Перезимуют. Вот. Знаете, честно сказать, все-таки я могу сказать, что я, наверное, доволен. Я доволен этой семьей. Да, и планы и задачи на этот год выполнены, которые поставлены были, в принципе, и хватит. И метку хватит, слава богу. Природа и боженька дал нам вот в этом году нектары. Не сказать, что много, но хватит моську помазать. Вот. А так вот пчелы в городе на 25 августа. Ну, погода стоит, пчелы летят. И летят, рано встаю, в принципе, и пчела летит. Вот, пчела уже летит, пчела летит груженая. Очень интересно поднимаются. Не показать даже, наверное, сейчас. Подлетают к стенке дома, вот, и поднимаются, как будто бы как по лестнице, вот, на 10-й этаж. Вот, наблюдал очень много раз. Интересно. Пчела не летит сверху, а летит снизу, то есть упирается в дом и поднимается, ищет свой литок. Вот, в принципе, обошлось, кажется, сегодня осмотр у нас без эксцессов. Осмотром я доволен. Семеечкой тоже доволен, ну, более-менее. С того, что это было, это хорошо. Так, ну-ка, это что такое тут у меня? Нет, это пчела. Вон они собрались кучкой. Как бы мне тут матку не оставить, а то я уже один раз придавил ее. Вот. Кстати, матка была здесь придавлена 29 июня. И вот, считайте, выбилась она, облетелась. Сеет матка, ну, на мой взгляд,
великолепно. Ну-ка, девчонки, ну-ка давайте домой. Матки-то хоть здесь нету, а? Вдруг случайно сейчас втряхнул ее сюда. Ну, зайдут они потихонечку. Зайдут. Топот такой интересный в этих ульях. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот. Ну, вот так. Сезон, конечно, еще не закончился. Вот. Сейчас еще очень горячая пора у пчеловодов. Кто-то еще откачивает, кто-то уже лечит, закармливают зиму вот, от региона. Не знаю, я еще не качал. Вот я жду, пока запечатают. Ну, по этой семейке, конечно, в городе я бы сказал, что даже еще лучше печатка, чем на пасеке. Вот, у меня там намного слабее. Вот, хотя семьи там, ну, посильнее это и намного. Ну, всем всего доброго, спасибо, кто наблюдает за этой семейкой. Вот, надеюсь, что будет еще продолжение все-таки забора меда и закорма их. Как буду ставить, не знаю, или полоски, или муравьинку. Не могу сказать. Тоже, наверное, все-таки проконтролирую, поставлю лист бумаги, смазанный маслом вниз, и проверю все-таки, наверное, полоски. Полоски ставлю Экопол и Фумисан. Ну, теперь точно до свидания. Всего доброго.